Средние века представляются нам либо темной эпохой, когда весь мир был погружен во мрак, грязь и бесконечные сражения, либо романтичными столетиями, на протяжении которых в высоких замках обитали прекрасные дамы, отважные рыцари и благородные короли. Во многом мы должны осуждать за это кинематограф и популярную литературу. Именно они создали множество стереотипов средневековья, которые зачастую мало соответствуют настоящим картинам того времени. Привет, ты на канале Кинотест. Сегодня я расскажу о фильмах про средневековье. Это уже 4-я часть, но ссылки на предыдущие 3 находятся в описании. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать интересные ролики. Поехали! 5-е место. Две королевы. 1561 год. После смерти молодого мужа 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Она католичка и по крови имеет право претендовать на престол Англии, чем изрядно нервирует нынешнюю протестантскую королеву Елизавету I. Прислушавшись к советникам, королева отправляет к Марии делегацию, в состав которой входит фаворит Елизаветы граф Роберт Дадли и, по мнению большинства, идеальный кандидат в супруги Марии. Прекрасно показаны взаимоотношения двух королев, им не за что друг друга ненавидеть, но они обе желают трон, одна удержать, а другая заполучить. К сожалению, в фильме никто из правительниц не думает ни о своей вере, ни об армиях, экономике и вещах, которым положено являться предметом мыслей монарха. Да, это добротная костюмированная драма, в которой довольно много эмоций, но все же в ней не хватает исторической глубины. Четвертое место. Фильм «Офелия». В королевстве настали темные времена. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способно смягчить лишь прекрасная Офелия. Да, это экранизация трагедии Шекспира, классическая история, рассказанная в новом ключе, от лица и имени Офелии, где она выдвинута на передний план, а сама история немного переработана, благодаря чему героиня становится адекватной и разумной девушкой, а не сумасшедшей. Фильм должен понравиться тем, кто с удовольствием смотрит костюмированные исторические ленты и трогательные мелодрамы. Здесь вы найдете и замки, и балы, и густые леса с ведьмами, а также настоящих принцев и коварных королей. От истории здесь практически ничего нет, потому что фильм основан на художественном произведении. Имеется шикарный визуал, прекрасные костюмы, операторская съемка, музыка, актеры, колоритные персонажи, ну а сюжет — это заслуга Шекспира. Третье место. История рыцаря. Он не подчинялся ни одному правилу, ибо был создан для того, чтобы их нарушать. После гибели своего господина слуга Уильям решается на отчаянную авантюру. Юноше удается изменить свою родословную и, присвоив себе доспехи и оружие ушедшего хозяина, предстать перед публикой молодым и родовитым рыцарем Ульрихом фон Лихтенштейном. Теперь в новом качестве ему предстоит доказывать свое благородное происхождение на рыцарских турнирах копьем и мечом. Отвага и решимость Уильяма закалилась в бесчисленных схватках. Но в качестве последнего испытания самозванцу послана страстная любовь, которой под силу выбить из седла самого неустрашимого воина. Это спорный фильм. Начинается все это как насмешливая пародия, но чем ближе к концу, тем меньше сарказма. В жанр исторический фильм эту картину можно поставить лишь за эпоху и частично костюмы. Это неправдивая история, написанная уже в наше время романтиком и мечтателем, добрая фантазия которого позволила ему соединить современность с эпохой средневековья. Второе место в моем топе занимает фильм «Король вне закона». Авторы переносят зрителя в древнюю Шотландию, где история разворачивается сразу после поимки и казни легендарного мятежника по имени Уильям Уоллес. Это история Роберта Брюса, одного из величайших шотландских монархов и организатора обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии. Параллельно военным столкновениям в фильме показана личная драма Брюса и его взаимоотношения с молодой женой Элизабет. История любви смотрится весьма неплохо, ведь авторы не показывают визуально мощный порыв двух влюбленных. Как многие подмечают, это произведение можно назвать неким продолжением фильма «Храброе сердце».
Музыкальное сопровождение такое, как надо. Очень часто музыка просто отсутствует. Нас оставляют один на один с картинкой, где имеются лишь естественные звуки и голоса актеров, что добавляет реализма еще больше. И первое место достается фильму «Лекарь ученик Авиценны». Англия XI века. Мать 10-летнего Роба Коула умирает в страшных мучениях. Никто не знает ни природы ее болезни, ни лекарства против нее. Маленький Роб, потрясенный до глубины души, во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну. Ему суждено пройти долгий путь от Англии до Персии. Его учителями становится сначала обыкновенный шарлатан, а потом великий лекарь Авиценна. Мудрый учитель видит в Робе необыкновенный талант к медицине. Роб ни перед чем не останавливается в своем желании научиться спасать людей от смерти, но над его собственной жизнью нависает угроза, ведь он дважды пошел против предрассудков, использовал для научных исследований тело человека и полюбил женщину, отданную в жены другому. Фильм захватывает и погружает в атмосферу средневековья. Помимо визуального отражения, авторы раскрывают и нравы, царившие в ту эпоху: суеверие, мракобесие, засилье шарлатанов и псевдоцелителей. Подписывайся на мой канал и оценивай это видео. Пока!